В этом видео я поделюсь с вами, как создать бизнес-страницу Facebook с нуля, для чего она нужна, чем она отличается от вашего аккаунта Facebook, а также почему от этой страницы будет зависеть настройка рекламы, даже если вы хотите настраивать рекламу только в Instagram. Ну и плюс, если вы правильно привяжете Instagram к Facebook, то весь постинг ваших публикаций, историй будет идти именно на нужную вам бизнес-страницу. Важно, что бизнес-страница – это не ваш аккаунт Facebook. Бизнес-страниц может быть много, а ваш аккаунт Facebook один. Вы к бизнес-странице можете давать другому человеку какую-то роль. Можете роль администратора или редактора. При этом человек, который имеет роль на бизнес-странице, он не будет видеть вашу личную переписку на Фейсбуке, он будет видеть переписку только людей к этой бизнес-странице. Ну что, сейчас я пошагово вам покажу, как создавать бизнес-страницу в Facebook, а если у вас уже есть бизнес-страница, то вы можете просто просмотреть все эти этапы и проверить, не создали ли вы случайно лишних бизнес-страниц. Такое тоже бывает, когда просто методом тыка люди создают много разных страниц и потом не понимают, что это за страницы и что с ними делать. Итак, заходим в Facebook. Вот это мой личный аккаунт Facebook. Здесь у меня есть друзья, то есть вот так вот выглядит именно аккаунт Facebook. Я нажимаю на кнопочку «Домой», здесь нажимаю «Показать больше», и вот здесь есть раздел «Страницы». Слева здесь можно создать профиль или страницу. Профиль создавать вам не нужно, вам нужно создать общедоступную страницу. Нажимаем «Далее». Здесь нажимаем «Начать», здесь пишем название страницы, желательно написать так, как вас будут искать люди. Например, я хочу написать там SMM, агентство, продвижение в соцсетях. Категория, например, маркетинговое агентство. Так, биография. В биографию я вставляю какой-то заготовленный текст, который характеризует вообще мою страницу. Вот, например, я хочу вставить информацию, что я занимаюсь продвижением в социальных сетях, и нажимаю «Создать страницу». Страница создана. То есть ничего сложного нету. Нажимаем «Далее». Здесь мы указываем сайт, электронный адрес, часы работы, например, всегда открыто, нажимаю «Далее». То есть здесь, в принципе, не принципиально, эту информацию можно потом откорректировать. И здесь варианты добавить фото профиля, добавить фото обложки. Вы можете сразу установить, либо можете нажать «Далее», там все пропустить. Например, пропустите, «Далее». Нажимаете «Далее», готово. И теперь вы переходите к самой странице и можете в целом ее взять и оформить. Вот, например, я хочу загрузить аватарку. Нажимаю «Загрузить фото». И добавляю аватарку. Очень важно загрузить аватарку, фотографию и написать базовую информацию о вашей компании, о вашем бизнесе, потому что если у вас пустая страница, вы будете запускать рекламу через Ads Manager, то есть шанс, что заблокируют у вас или страницу, или рекламный кабинет. Потому что Facebook хочет, чтобы было все оформлено, чтобы людям было понятно, что это за деятельность, чтобы это были не какие-то мошенники, поэтому уделите внимание тому, чтобы добавить все эти обложки, написать краткую информацию о том, чем вы занимаетесь. А если вы привяжете Instagram к этой странице, то, соответственно, у вас будет автоматический постинг всех публикаций на эту страницу. То есть вам не придется как-то дополнительно ее вести, если вы правильно привяжете Instagram. Я об этом, кстати, запишу в следующее видео. Добавляю фото обложки. Сохранить изменения. Если нажать на профессиональную панель, то вы переходите в такие большие настройки этой страницы. Что здесь интересно? Ну, здесь, например, доступ к странице. Это когда вы хотите открыть доступ другим людям. Вы просто нажимаете «Добавить», нажимаете «Далее», и здесь уже можете выбрать электронный адрес человека, которому вы хотите открыть доступ. Например, у вас какой-то сотрудник, который будет отдельно постить что-то на эту страницу.
Такое тоже может быть, если вы развиваете Facebook. Если нет, то удобнее всего привязать к странице этой Instagram, и, соответственно, будет автоматический постинг на эту страничку идти. То есть все такие основные настройки вы можете здесь посмотреть. Связанные аккаунты, то есть сюда мы привязываем WhatsApp и Instagram. Также Facebook вам подсказывает здесь всю нужную информацию, все ли хорошо с вашей страницей, и вот здесь они побуждают создать первую публикацию, подключить Instagram или подключить WhatsApp. То есть вы можете сделать это здесь, или можете сделать это через профессиональную панель, если вдруг у вас что-то меняется там, или эта функция уже исчезла. То есть здесь, если я не хочу, чтобы кто-то видел эти публикации, я их просто скрываю. Все, вот такая вот информация. Facebook сразу предлагает тут разместить рекламу, все функции, но прежде чем нажимать на кнопку по размещению рекламы, я рекомендую вам разобраться вообще с бизнес-портфолио, рекламными аккаунтами, то есть куда будет идти эта реклама, а не просто нажимать, лишь бы нажать на кнопку и быстрее что-то запустить. После создания странички у вас URL, он такой стандартный, цифры, непонятно что. Если вы хотите, чтобы после facebook.com/ было какое-то красивое имя, его нужно отдельно прописать. Где это найти? Нужно зайти в настройки, и после этого вы здесь выбираете настройка страницы, и здесь вот есть имя. И получается, что имя вы при создании страницы сами прописывали, а вот имя пользователя вы не указывали. И, например, я хочу написать агентство SMM. Нажимаю «Сохранить». Просит для подтверждения пароля, это тоже нормально. И все. Теперь, когда я перехожу на свою страничку, то видите, в строке поиска уже адекватное, красивое название. Поэтому осталось только привязать Instagram, WhatsApp, указать сайт, адрес и создать свою первую публикацию, а уже дальше думать, как использовать эту страничку для настройки рекламы. Потому что, когда вы привязываете Instagram к этой страничке, то кое-что происходит автоматически. Я об этом расскажу в следующем видео, ссылку оставлю здесь, чтобы вы не пропустили. Если вы подумали, какой ужас, зачем все так сложно, столько кнопок, названий, функций, я вас понимаю. Facebook на самом деле старается, чтобы все было для людей, чтобы все было для пользователей, но своим количеством функционала, этим объемом функционала он просто запутывает простых людей, которые хотят просто создать страницу, подключить ее к Инстаграму и быстрее настроить рекламу. Но если вы хотите разбираться, чтобы у вас все уложилось по полочкам, чтобы вы понимали, что вы там насоздавали, сколько у вас страниц, с чем они связаны и как правильно их подключить к рекламному аккаунту, то я приглашаю вас на мой курс «Рост и продажи через таргет». Мы учимся разбираться во всем, что происходит на Facebook, учимся разрабатывать рекламную стратегию, не методом тыка настраивать рекламу, а именно обдуманно, анализируя, продумывая стратегию для своего блога. Ссылку я оставлю под этим видео. Также ко мне можете записаться на консультацию по продвижению и рекламе в Instagram.